Для того, чтобы вызвать дождь, шаман бьет в бубен и танцует всякие танцы. Для того, чтобы привести клиентов на сайт, SEOшник или таргетолог танцуют с какими-то инструментами, и это приводит к определенным результатам. В случае с шаманом это однозначно совпадение, но мы склонны верить в совпадение. В случае с маркетологом это совпадение. Сегодня мы поговорим о том, что в большинстве случаев работа маркетолога или таргетолога очень похожа на то, как ловить планктон сетью для рыб. Начнем с SEO-продвижения. Что мы знаем о SEO-продвижении? Мы знаем, что SEOшник делает что-то там внутри сайта, а также что-то где-то там вне сайта, какие-то страшные вещи, танцует с бубном, и мы выходим в топы. Обычно это занимает примерно полгода. Но бывает и так, что за полгода мы не выходим в топы. И тогда мы увольняем SEOшника и находим себе нового SEOшника. Но сам SEOшник, который на вас работал эти полгода, за эти полгода нашел себе еще трех клиентов, и для него то, что вы его уволили, как бы ничего не значит, потому что у него уже 3. И на это насрать, понимаешь? И так далее. И его каждые полгода могут увольнять, но он каждые новые полгода может искать себе другого SEOшника. Также и вы каждые полгода будете искать себе нового SEOшника и каждые полгода его увольнять, при этом не получая определенных результатов. Но ведь ваши конкуренты где-то в топе сидят, и вам, получается, нужно как-то объяснить это самому себе. Тогда вы идете в YouTube, начинаете смотреть какие-то видосы, которые говорят о трендах SEO там, 2000 очередного года, или вы просматриваете все, не находите, естественно, для себя никаких ответов, и идете на платные курсы. И на платных курсах вы пытаетесь понять, тоже найти этот священный грааль. Получается, что вы платите и своему SEOшнику, а потом еще и платите за курсы, и платите, кроме курсов, еще и за посещение различных конференций многочисленных, на которых спикеры рассказывают какие-то истории. И вы везде постоянно ходите на эти все сейшены только для одной вещи, для того, чтобы понять и найти вот этот священный грааль выхода в топ вашего сайта. Ну и получается что? Что кто-то где-то, какие-то SEOшники наших конкурентов знают какой-то секрет, который вы не знаете, и не знает ни один из ваших SEOшников. Вы пытаетесь найти ответы в видео, пытаетесь платить за семинары, конференции и обучение, и никто вам не говорит этот секрет. Получается, все знают какой-то секрет, и только вам не говорят. Я представляю себя магнитом. Я знаю, он обладает силой притяжения. Ну, мы же с вами взрослые люди и понимаем, что так не бывает. Это невозможная ситуация. Давайте я вам расскажу, как на самом деле работает поисковая система. И вообще, в принципе, почему кто-то в топе, а кто-то нет. Ну давай, рассказывай, давай. Я хочу, чтобы вы запомнили это раз и навсегда. И вообще на всю свою жизнь, SEO-жизнь и маркетинговую жизнь. Любая система поисковая работает по факторам, по факторам ранжирования. Это некие факторы, их там, в среднем там плюс-минус 500 штук у каждой системы, который имеет, каждый фактор имеет свой вес. Например, нахождение ключевого слова в заголовке. Вес, например, 1%. Нахождение ключевого слова, допустим, в тайтле, 3%. И таких факторов 500 штук. Вот берут эти все факторы, забрасывают в систему. Каждому фактору присваивается свой маленький процентик участия вот в этом всем ранжировании. И дальше система просто в миксере таком большом это все дело перерабатывает, анализирует и решает, выставлять вас в топ или не выставлять. Это единственный вообще существующий алгоритм, по которому работает Яндекс и Google. Заходил в тренды. Тренды SEO 2019. Во всех, я прям про все просмотрел, пролистал. Во всех трендах делайте сайты для людей. Я про делайте сайты для людей слышал, знаете, когда? В 2011 году. Вот в 2011 году говорили, делайте сайты для людей. Ну, почему? Почему делайте сайты? Да потому что это тоже факторы. Если кто знает, да, у нас есть что? Показатели отказов на сайте, у нас есть глубина просмотра сайта, у нас есть время нахождения на сайте. Вот человеку, если сайт интересен, естественно, он будет долго там сидеть и везде лазить. И это просто будет фактор. Для системы это не анализ, куда ты мышки водишь. Для системы это просто очередной фактор, который имеет определенный свой процентик.
Вот и все. Соответствуйте этим факторам, вы будете в топе. Конечно, существуют всякие умельцы, которые могут обходить системы, как-то выходить в топы и, в общем, нагибать Яндекс и Google, но их нагиб длится недолго, обычно это там несколько недель, и потом они как занимают первую позицию, так и слетают. Так что на таких вообще обращать внимание не стоит. Ну и еще, вы можете у меня спросить: Федор, слушай, у нас сайты все соответствуют, или наш сайт соответствует полностью тем алгоритмам и тем факторам ранжирования, о которых ты говоришь, но мы почему-то не занимаем топовые позиции. Почему же так? Я вам скажу почему. Потому что помимо скармливания позиций системам, эти системы также учат самообучаться, как бы это ни звучало. То есть система начинает понимать очень многие вещи. Например, она начинает разбирать картинки, она понимает, что говорится в видео, она может анализировать даже дизайн и какие-то многие такие внутренние вещи, которых мы с вами никогда не узнаем. И система на основании совокупности и факторов, и своего вот этого какого-то непонятного анализа, она формирует свое мнение, точно так же, как мы формируем свое мнение, когда смотрим на тот или иной сайт. Нравится он нам или нет. Или мы на машину какую-то смотрим, кому-то нравится одна машина, а кому-то другая. Ну вот по его субъективному мнению вот так. И получается, что мы не можем повлиять на субъективное мнение поисковой системы. И вот в этом вся штука, и в этом весь, видимо, грань, что никто не понимает, как же понравится ей. Никто не знает этого. Ну так этот вопрос задали техническому специалисту Яндекса. Знаете, что он ответил? Он сказал: я не знаю. Я сделал эту систему, я участвовал в разработке, но я не могу вам сказать, потому что я не знаю, как он думает. Это совокупность большого количества данных, перемешанных в каком-то миксере, на основании которого принимается определенное решение. Вот так вот сложно. Ну и что же в итоге делать с этим, если мы не выходим в топы? Да, на самом деле ничего. Нам просто нужно продолжать бить в одну точку. То есть не переставая писать статьи, улучшать тексты на сайте, мета-теги и долбить до какого-то момента, когда мы начнем своим упорством нравиться поисковикам. Так, теперь раз мы тему SEO закрыли, давайте поговорим о новых или старых новых течениях, таких как Big Data, Artificial Intelligence, что там у нас еще, Machine Learning и все такое, вот такие вот страшные слова. Начнем с Big Data. Это технология, которая очень успешно и очень хорошо работает в компаниях с крупными различными данными, входящими и исходящими. Это могут быть данные о клиентах, могут быть просто какие-то цифры. Например, это банки, это какие-то компании, занимающиеся разработкой добычи полезных ископаемых, это могут быть компании, которые заняты и в сельском хозяйстве, телеком и так далее. Например, в ритейле технологии Big Data используются очень успешно в анализе. Через Wi-Fi точки анализируется посещение человеком магазина, его передвижение по магазину, условно говоря, возле какого он стенда постоял, на что посмотрел, сколько времени пребывал в магазине, маршруты движения пользователя по магазину и многие другие такие вот данные. И затем выдает репрезентативный срез аналитических данных для того, чтобы можно было понять, например, какая полка наиболее эффективна для продажи определенного типа продуктов, насколько эффективно работают менеджеры, насколько эффективно можно продавать тот или иной товар и насколько он вообще интересен. Так вот, у Яндекса и у Гугла тоже есть огромное количество данных о нас, о пользователях, которые он собирает через браузеры, через свои приложения и так далее. Так значит ли, что, собирая такие огромные массивы данных о пользователях, он может очень круто старгетироваться на определенного человека, и наша реклама будет работать? В идеальном мире да, ведь зная, что мы любим и что мы там сейчас предпочитаем, он нам может сейчас показать определенный тип рекламы, и мы тут же перейдем и купим. Но существуют различные «но». Например, если я заходил физически в магазин Decathlon и купил там носки, означает ли, что я спортсмен? Если я посетил 2 сайта выставок собак случайно, означает ли это то, что я люблю собак? На самом деле, мой главный посыл не о том, что это не работает. Это работает в определенном там каком-то проценте. Но фишка рекламы, если мы говорим о платной рекламе, то фишка рекламы продавать. И еще, наверное, глубже или больше реклама должна окупаться.
Если вы вкладываете 100 тысяч рублей в какую-то рекламу, то вы рассчитываете на то, что вы получите обратно 200 тысяч прибыли, а не будете работать себе в минус. В некоторых видео смешные такие маркетологи с собаками рассказывают о том, что в автобусах, которые обклеены рекламой, есть внутренние такие камеры, которые отслеживают, пока едет автобус, смотрят на людей, и, значит, они отслеживают, кто из людей повернулся и посмотрел на эту рекламу, и таким образом понимают эффективность. Только вот эффективность чего они понимают? Сколько они в это всаживают бабла для оценивания такой эффективности? И вообще, насколько это все целесообразно? Я вам скажу, что можно понять, если человек повернулся за автобусом. Можно понять привлекательность тизера. То есть визуального какого-то размещения чего-либо. Разместить там голую тетеньку, и будет у вас привлекательность максимальная. Но только что это вам даст? Помимо этого, вам нужно создать систему, которая будет анализировать эти, повороты головы, да? Анализировать вот эту всю историю. Это очень сложно. Вам нужен очень мощный компьютер, чтобы это все обрабатывать. Вам нужно куча камер, чтобы поставить. Вам нужно разрешение, бла-бла-бла. Насколько вообще целесообразно формировать такой анализ таких данных? Ради чего? В принципе, поверьте моему опыту, подобная реклама эффективно не продает. Не верите моему опыту? Давайте посмотрим эксперимент. Итак, я хочу привлечь в свою группу больше IT-специалистов. Для этого я создал 4 типа таргетинга. Один из них IT-специалисты, другой автомобилисты. Есть вообще на всех и на группу айтишников. Для этого создал такой вот небольшой креативчик, где написал, что ничего от тебя не хочу, просто если ты айтишник, то, пожалуйста, кликни на рекламку. Вот и все. Нужно посмотреть, как отработает таргетинг по IT-специалистам. По идее, вот эта история, там где написано айтишники, должна бы принести больше кликов и больше каких-то взаимодействий. Для этого я создал еще в группе опросик, и мы сейчас посмотрим на эти взаимодействия. Идея посмотреть, будет ли работать именно IT-сообщество лучше, или неважно какой таргетинг, везде будут клики одинаковые. За достаточно короткое время собралась статистика, и мы можем видеть следующие данные. Во-первых, сообщество айтишники у нас не отработали, потому что почему-то не прошла модерация реклама. Ладно, мы давайте сравним вообще таргетинг. Итак, мы видим, что таргетинг на всех людей показал себя очень даже неплохо. 0,374% CTR против 0,424% CTR у таргетинга исключительно по IT-технологиям. Также мы видим, что есть еще и клики у автомобилистов. То есть получается, что в целом по барабану на кого таргетироваться. Что автомобилисты клики дают, что айтишники клики дают, что просто тупо на всех. Причем, если посмотреть по CTR, то совсем на буквально 0,1% всего лишь таргетинг по айтишникам победил таргетинг просто на всех людей. Получается, что таргетинг на всех — это отсутствие таргетинга. Помните, я писал на баннере, что если ты айтишник, то кликни и посмотри, как дела. Так вот, я сделал вот такой еще дополнительный опросик для тех, кто зашел. И вот из них половина написала, что они не айтишники. То есть даже при переходе по баннеру «Айтишник ли ты?» кликни, они кликали, при этом не будучи абсолютно айтишником. Вот такой вот грязный трафик. Стоит ли мне показывать вам рекламу из РСЯ, статистику или из КМС, чтобы доказать вам, что они тоже не работают? Я думаю, что это риторический вопрос. Не работает это все. Не работает и MyTarget. Они собирают каждые 3 месяца по конференции, где рассказывают о каких-то новых фишках, которые внедряют и так далее. Но я общаюсь с коллегами-таргетологами, которые говорят, что очередной раз запускаем рекламу в надежде получить какой-то эффект от нее. Но никакого эффекта мы не получаем. И по факту это все просто красивые слова.
Получается так. Никаких продаж. Доля работы в маркетинге — это конкретно про красоту отчетов. Я вот хочу записать одно видео по поводу красоты отчетов и работы агентств, но это будет позже. А сегодня просто хочу, чтобы вы понимали, что в основном рекламные агентства работают на то, чтобы построить красивый отчет. И крупные фирмы, у которых вливают десятки миллионов рублей, для них отчет — это типа вот я 10 миллионов рублей дал, и мою рекламу посмотрел 10 миллиардов рублей. Ну и классно. Нормально, пойдет. А эффективность слабо отслеживаема. И плюс еще маркетологи очень красиво любят разговаривать. Они говорят: да вы что, вот посмотрите, Яндекс и Google, они следят за людьми, можно что-то говорить, и он слово твое поймет и настроится прямо на тебя и приведет тебя, значит, к покупке. Там мы вам сейчас настроим RTB-систему баннеров, которая в реальном времени подставляется под человека. И все, боже мой, это же прекрасные какие-то вещи говорят. Мы сейчас Data, Machine Learning, Science, вам все сделаем, закоммитимся, и все будет шикарно. И заказчик думает: да это же просто какие-то боги, это как другое измерение. И потом они начинают работают полгода, и сами знаете, что обычно происходит. Если мы говорим о честных маркетологах, не об агентствах, то тут фишка в том, что сами по себе, сами люди, маркетологи, они верят в систему. Они верят в Яндекс, они верят в Контакт, в Facebook. Они видят, что система им говорит: ребята, я умею таргетироваться вот на такую аудиторию, если ты поставишь сейчас таргетинг через меня, то я найду тебе этих людей, и эти люди у тебя купят. Эти маркетологи, таргетологи, они это делают, настраивают, но по факту они получают 0. Перед клиентом отчитывается не Яндекс, а перед клиентом отчитывается маркетолог. И нельзя сказать, что это не я виноват, это Яндекс виноват. Нет, Яндекс, он не бывает плохим. Бывает таргетолог плохой. Яндекс ты не можешь уволить. Получается, что маркетологи становятся заложником веры в ту систему, в которой они работают. Потом мучаются, чтобы создать кучу различных баннеров, кучу различных таргетингов, все это дело перемешать, перекрестить, на это все слить кучу денег и найти, возможно, вот этот вот перекресток, где будет действительно целевая аудитория. Но до того, пока они найдут, они сольют много бюджетов. И это не Яндекс, и не Google, и не ВКонтакте им подсказал, как это делать, а это самостоятельно пришло. Я обычно в конце говорю какие-то выводы. Наверное, в этот раз выводом станет мое личное отношение, которое я бы хотел выразить, а уже принимать его или нет, это ваше личное дело. Во-первых, касаемо SEO. Не стоит искать никакой священный грааль в SEO-продвижении сайта. Это раз. Не стоит смотреть тренды, не стоит смотреть фишки и всякие ухищрения и верить в эти видео. Потому что большинство этих видео, а даже те, которые в топе Ютуба и собирают сотни тысяч просмотров, это всего лишь догадки маркетологов, основанные на факторах ранжирования. Изучайте факторы. Ну и касаемо платной рекламы, наверное, не стоит настраивать по аудиториям никакую рекламу, не настраивать ни в Яндексе, ни в Гугле, ни в ВКонтакте. Ну а также, если вдруг кто-то к вам приходит и говорит что-то со словом RTB, надо бежать. Бегите, как будто бы к вам вот подошла цыганка и говорит: а ты не подскажешь, как пройти мне в библиотеку? Как видим, и реклама платная, и SEO, а это два главных слона, на которых держится интернет-маркетинг, являются достаточно шаткими конструкциями, неоднозначными, неопределенными, с непонятными результатами. Начиная работать в том или ином направлении, мы постоянно сталкиваемся с различными отрицательными факторами. Мы сталкиваемся со слабостью алгоритмов, с динамической, постоянно меняющейся конкуренцией и внедрением очередных каких-то новинок от поисковых систем, которые просто рушат наши позиции и наши действия. Я записал это видео для тех, кто уже работает в маркетинге, для новичков, которые хотят работать в маркетинге, ну а также для владельцев компаний, которые иногда не знают, куда им идти и что дальше. Просто вы должны понимать какие-то основные принципы интернет-маркетинга и понимать то, что не все тут так однозначно, ребята. Далеко все неоднозначно. Подписывайтесь на мой канал, если вы со мной согласны, а если не согласны, пишите комментарии. Попробуем подискутировать, ну и все равно подписывайтесь. Всем пока!